А сейчас я предлагаю вернуться в Алматы, где проходит 8-й конгресс финансистов. Сейчас на прямой связи из нашей мобильной студии в южной столице находится моя коллега Амина Абдрахманова. У нее интересный гость и ожидается не менее интересная беседа. Не пропустите. Амина, вам слово. Добрый день, мы продолжаем работать на площадке 8-го конгресса финансистов Казахстана. Сейчас у нас в мобильной студии гость, глава миссии Международного валютного фонда в Казахстане Хортон. Добрый день, господин Хортон. Расскажите, пожалуйста, о работе конгресса, какие цели стоят перед экспертами, какие вопросы поднимаются в ходе пленарных заседаний. I think the main aim of the Congress is to outline the recent achievements in the past 2 or 3 years. Kazakhstan has been under some pressure during that time from lower oil prices, from changes in exchange rates, from weaker growth in Russia and China and in Europe. Я думаю, что основная цель, которая стоит в настоящее время перед этим конгрессом, это отразить те позитивные изменения, которые произошли за последние 2-3 года в Казахстане. Потому что Казахстан находился под определенным давлением в последнее время, которое было связано с низкими ценами на нефть, с колебаниями обменного курса тенге по отношению к основным валютам и также с ослаблением темпов экономического роста в основных внешнеторговых странах-партнеров. Это в России, Европейском Союзе и в Китае. So the aim is to take stock of what's happened in the last 2 or 3 years, to make an assessment of what the current situation is and to chart a clear roadmap going forward to make the financial sector more resilient, more efficient, more sustainable and more inclusive. И поэтому основная задача, которая стоит перед Конгрессом, это подвести черту под развитием событий за последние 2-3 года, провести анализ того, что нужно делать вперед, выстроить, составить своеобразную дорожную карту для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие финансового рынка, для того, чтобы сделать его более крепким, более устойчивым и более инклюзивным в будущем. Опыт каких стран Национальный банк Казахстана может перенять для обеспечения финансовой стабильности в Казахстане? Well, there are a lot of good examples. Kazakhstan can follow the examples right in the Eurasian space. Certainly, Russia has made a very strong strides in strengthening stability in the last 4 or 5 years. Smaller countries like Georgia have also made excellent progress. Потому что здесь есть несколько примеров, которые Казахстан может для себя изучить, и даже на евразийском пространстве. В России проведена была хорошая работа по обеспечению финансовой стабильности за последние 4-5 лет. Даже в небольшие страны, такие как Грузия, тоже у них можно почерпнуть определенные уроки из их результатов деятельности. Kazakhstan is a unique country. It's an emerging market. It's a transition country still to some extent. It's also a major resource-rich and oil exporter. So it's a unique country. А Казахстан является во многих аспектах уникальной страной, потому что страна до сих пор является развивающейся. Казахстан, можно так сказать, находится еще с точки зрения развития рыночной экономики в переходном периоде. Страна также является экспортером большого количества природных ресурсов, в особенности нефти и газа. We know that President Nazarbayev has set as the goal of the country to join the top 30 countries worldwide in the next 20 years or so. And so in that, with that in mind, some of the comparator countries are countries like Australia, like Canada, like Norway. They may seem to be advanced and high-income countries, but those are the countries that Kazakhstan has rightly identified as its comparators, and it can learn a lot from the way those countries manage their finances, manage their policies, and manage their financial sectors. И в свете поставленной президентом Назарбаевым задачи для Казахстана по вхождению в 30-ку самых развитых стран мира в течение следующих примерно 20 лет, поэтому здесь уже нужно смотреть на страны, которые находятся в сопоставимых условиях. Это такие страны, как, например, Австралия, такие страны, как Канада и Норвегия. Да, может быть, в настоящее время они представляются как высокоразвитые страны, но тем не менее равняться нужно для них, для того, чтобы смотреть, как они обеспечат у себя финансовое развитие, развитие финансовых секторов и общее развитие. Какие цели и задачи стоят перед центральными банками для продвижения национальных валют во внешнеторговых операциях? Как вы считаете? The National Bank has made good progress in the last 3 or 4 years in transitioning to an inflation targeting approach to policies. There's more work to do and there are more challenges. Национальным банком за последние 3-4 года была проведена хорошая работа по переходу на инструмент инфляционного таргетирования. Конечно же, предстоит еще определенный объем работ.
the transmission of changes in the national bank's policy rate to the real economy and to interest rates for borrowing, for deposits in commercial banks is not as strong as it could be. Поэтому элемент трансмиссии, который бы отражал изменения в учетной ставке Национального банка и отражался полным образом для ставок рефинансирования в реальной экономике, для стоимости кредитов для заемщиков, в том числе и ставки финансирования по депозитам, этот элемент еще недостаточно, может быть, развит и недостаточно прочен, как хотелось бы. So if we've seen the national bank's interest rate come down sharply in the last 2 years, we haven't seen lending and deposit rates come down accordingly for economic agents. Если вы посмотрите, например, на учетную ставку, то она значительно сократилась за последние 2-3 года, но мы не видим аналогичного сокращения ставок рефинансирования, по которым банки второго уровня предоставляют кредиты и по которым они берут депозиты у населения. Some of that reflects instability that people still feel around the exchange rate, around oil prices, around developments in major neighboring countries. А может быть, это каким-то образом отражает ту нестабильность, которая сложилась не только в Казахстане, но и вокруг Казахстана с точки зрения ценообразования на нефть на мировых рынках, колебания валютного курса и также ослабление экономического роста в основных странах-партнерах. People continue to save and borrow in dollars and not in tenge. Люди продолжают сбережения обеспечивать, накапливать и также выдавать займы в долларах, а не в тенге. And that makes monetary policy less effective. И, конечно же, это делает кредитно-денежную политику менее эффективной. The financial sector is improved in the last 18 months or so because of major investments by the government and by the national bank and some banks which were experiencing difficulties. Финансовый сектор, состояние финансового сектора улучшилось за последние 18 месяцев за счет тех операций, которые были проведены совместно Национальным банком и правительством, и многие банки второго уровня получили таким образом финансовую поддержку. But there's still some room to go for the banking sector to become a clearly strong, stable, and the engine of growth in Kazakhstan. Но я думаю, что есть еще простор расти банков второго уровня для того, чтобы они стали действительно серьезным, надежным, стабильным двигателем, обеспечивающим экономический рост в Казахстане. The National Bank is well aware of these challenges. Chairman Akishev made an excellent speech and laid out a roadmap to address all of those elements. Национальный банк понимает эту ситуацию. Управляющий Национальным банком господин Акишев в своем заявлении, в своей речи здесь на Конгрессе обозначил дорожную карту, что нужно сделать для того, чтобы эти вопросы решить. And we're confident that with implementation of that comprehensive plan, then it will achieve success and results. Я думаю, что мы уверены, что с реализацией данного плана можно уже будет увидеть те результаты, на которые рассчитаны. It's a good plan, it's a credible plan, it's a comprehensive plan, and we've seen progress over the last 2 or 3 years. Поэтому это хороший план, это комплексный план и это эффективный план, и мы уже видим результаты, отмечаем результаты за последние 2-3 года. Вот вы говорили об эффективности. Как вы считаете, нужно ли ужесточать Национальному банку требования к банкам второго уровня? Well, as I said, the last 2 or 3 years has been complicated. We've had some banks exit the market. Other banks have received state support. Как я уже говорил, последние 2-3 года были достаточно сложными для финансового сектора. Определенные банки вынуждены были уйти с рынка. Определенные банки также получили финансовую поддержку. Late last year, the National Bank announced a bank recovery program where it provided some subordinated loans to several banks. Также в конце прошлого года Национальным банком была заявлена программа оздоровления банковского сектора, в рамках которого банки второго уровня получали субординированные займы со стороны Национального банка. Another element of that program was to strengthen its regulatory and supervisory capacity and powers. Другим элементом данной программы являлось укрепление надзорной и обзорной функции Национального банка. Those changes were passed by Parliament late last year, so the program is in place. Эти новые полномочия в настоящее время уже закреплены в действующем законодательстве, поэтому нормативно-законодательная база уже создана. We can see that it's starting to work. Profitability is improved, capital is improved, lending is starting to grow. И мы видим уже определенные результаты, потому что прибыльность повышается, а также отмечается рост капитала и объема судных
судных кредитов, судного портфеля. There's still some difficulties with some specific banks. We've seen that in recent weeks. Тем не менее, остаются определенные проблемы с отдельными банками второго уровня, и мы это видели в течение нескольких последних недель. So it's too early to declare victory. Поэтому, наверное, уже говорить о победе здесь рановато, преждевременно. More needs to be done. There's still a large stock of non-performing loans. Еще необходимо проводить работу. Что касается объема неработающих проблемных кредитов, то этот объем еще остается пока. Banks are raising more capital. Но тем не менее, банки сейчас привлекают дополнительный капитал. And fundamentally, banks need to strengthen their operations so they manage risks better, manage their portfolios better, manage lending operations more effectively. И фундаментально банкам нужно будет укрепить и усилить свои операции для того, чтобы они могли управлять лучше своими рисками, своим капиталом и своим судным портфелем. На этом наше интервью подходит к концу. Спасибо вам большое за участие в нашей мобильной студии. А мы встретимся через несколько часов с не менее интересным спикером. Спасибо.